Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами хотим поделиться народными советами, которые помогут привлечь деньги, изобилие, достаток в вашу жизнь. Эти простые народные советы передавались из поколения в поколение, поэтому стоит эти народные советы и народную мудрость знать каждому. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». И также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную информацию. Вы знаете, очень многие советы по привлечению достатка, изобилия, благополучия пришли к нам из прошлых времен, но они до сих пор помогают нам добиваться важных жизненных целей, финансового благополучия и удачи. И эти советы передавались нам от дедушек, от бабушек, а те в свое время получили их от своих родных. Есть даже советы, которые передаются из поколения в поколение и держатся в тайне, и о них знают только в какой-то одной семье. Все эти советы работают и помогают. Первым делом, что вам нужно знать, что деньги – это энергия. Она может свободно к вам идти, а также вы можете ее сами и отпугивать. Чтобы этого не было в вашей жизни, нужно соблюдать следующие простые правила. Нельзя тратить всю зарплату, премию или заработанные деньги сразу. Деньги должны обязательно переночевать в вашей квартире или в вашем доме, хотя бы одну ночь. Одну из купюр отложите обязательно до следующего раза. Каждый раз, проделывая это, нужно будет добавлять по одной купюре. Это поможет зарядить атмосферу благополучием и финансовой стабильностью. Помните о том, что никогда нельзя одалживать деньги в долг именно во вторник. Этот день недели самый неудачный для расставания со своими деньгами. Они потом будут очень тяжело к вам возвращаться, а могут и вовсе уйти из вашего дома. Вы вместе с деньгами можете и отдать свою удачу. Как вы помните, в понедельник не стоит занимать в долг, так как считается, что как увеличивается неделя, будут и увеличиваться ваши финансовые трудности. И нельзя в пятницу отдавать долги. Выберите для этого любой другой день. К концу рабочей недели большинство людей устают, и ваша энергия может передаться с деньгами, которые вы будете возвращать. Помните, пожалуйста, и о том, что вечером не нужно проводить любые действия с деньгами. Отдавать долги, одалживать, тратить большую сумму денег на покупку, иначе вы рискуете разориться. Все действия лучше делать до захода солнца. Трогать, пересчитывать и перелаживать деньги лучше утром. Для того, чтобы привлечь деньги, чаще их обязательно пересчитывайте, доставайте и дайте им хотя бы подышать. Пусть они наберутся положительной энергией. И главное, чтобы они видели, понимали, что вы не забываете о них. При этом хвалите их и себя. Благодарите деньги и благодарите себя за то, что они у вас есть и вы есть у вас. Это простое действие будет заметно увеличивать ваш доход, так как деньги любят того, кто любит их. Вместе всегда пересчитывайте деньги, которые вам дают на сдачу. Не ленитесь, даже если вы этого человека давно знаете и доверяете, потому что это просто одно из таких важных правил. Это, знаете, уважение к деньгам. Помните о том, что никогда нельзя смахивать крошки со стола рукой. Этот совсем, казалось бы, на первый взгляд безобидный поступок, привычный многим, лишает вас богатства.
Если вы хотите, чтобы стол был чистым, а в кошельке всегда водились деньги, нужно сделать это тряпочкой или щеткой, которую вы специально должны держать для этого действия. Перед этим скажите обязательно такие слова: «Ты крошки со стола очищаешь, деньги в мой кошелек приметаешь». Всегда пользуйтесь только ней. Для усиления ее силы каждый раз при уборке вновь проговаривайте эти волшебные слова. Следите обязательно за тем, чтобы в вашем кошельке всегда были деньги. Помните о том, что ваш кошелек никогда не должен быть полностью пустым, даже временно, даже на 1 минутку, потому что это приводит к тому, что богатство уходит от вас. Денежная энергия, она очень чувствительна, и чтобы потом вернуть ее обратно, вам придется долго и упорно трудиться, доказывать, что вы достойны ее присутствия и помощи в вашей жизни. Чтобы в доме всегда были деньги, нужно, когда вы будете один или одна в доме, положить под скатерть несколько купюр, и они будут притягивать другие купюры в ваш дом. Для того, чтобы привлечь деньги, бумажные купюры в кошельке нужно располагать обязательно лицом к вам. Помните о том, что деньги любят, когда они лежат в кошельке красиво и по возрастанию. Деньги, которые вам легко достались или вы нашли, помните, их нужно также легко растратить. С их помощью вы должны принести радость вашим близким людям. Например, купите подарок, угостите на эти деньги нуждающегося человека или помогите кому-то, кому это действительно важно и нужно. Поэтому у вас это такая вот проверка, экзамен, знаете, как зачет. Достойны ли вы иметь много денег? Справитесь вы ли с валившимся на вас счастьем? Не потеряете ли вы в себе человека? Ведь известно, что многие, получив много денег, просто перестают быть людьми. Если вы эти деньги спрячете или, что еще хуже, отложите на что-либо другое, больше они никогда так легко к вам не придут. Закроется денежный поток, который был направлен на вас, и со временем и остальные деньги могут уйти из дома, посчитав вас недостойным человеком. Также помните, что мы никогда не носим одежду с дыркой в кармане. Такая одежда изначально несет в себе смысловой негатив. Все, что вы кладете в карман, будет из него теряться. Даже есть одна народная примета, которая говорит нам о том, что в такой одежде деньги не задерживаются, утекая как песок сквозь дырки. Перед тем, как сложить верхнюю одежду до следующего сезона, положите во все карманы по бумажной купюре любого достоинства. Этот простой ритуал привлечет денежную энергию в ваш дом. В тот момент, когда вы переезжаете в новый дом, необходимо обязательно бросить монеты на пол. Знаете, таким образом вы как будто засеваете новый дом финансами и благополучием, для того, чтобы деньги росли и приумножались. Позже их нужно будет собрать и держать под ковриком у входной двери. Вы знаете, друзья, соблюдая эти простые народные советы, вы сможете наладить с деньгами контакт, делать все, чтобы им нравилось у вас, и не делать ничего из того для того, чтобы отпугнуть их. Они будут любить вас и ваш дом и поселятся у вас надолго. Энергия денег, помните, она чистая и работает всегда, как правило, только на привлечение и на приток финансов.